Отток туристов из Крыма на фоне теракта на Крымском мосту в правительстве назвали незначительным. Туроператоры ранее оценили его в 25%, однако цифры меняются каждый день. Ситуация нормализуется, это сообщают в Ассоциации туроператоров России. На мосту уже частично восстановили движение. Как сейчас можно добраться до полуострова и что говорят туристы и агенты, и что с ценой билетов, расскажем. Движение открыто, машины едут. Туристы, чей плановый отдых подошел к концу, пересекают Керченский пролив. В большинстве случаев поездами, отмечают эксперты. Движение по Крымскому мосту, поврежденному после теракта, восстановлено рекордными темпами. Железнодорожное полотно особо не пострадало, и его привели в порядок очень быстро. Сейчас запущены и поезда железнодорожные, и пригородные поезда, то есть кто приезжает на электричках, и поэтому особо ограничений для ЖД поездок нет. Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя уже вечером того же дня, когда произошел взрыв. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что на автодорожной части моста уже наладили работу освещения и нанесли новую разметку. Работа по полному восстановлению переправы продолжается. Ведут работу водолазы, которые проверяют опоры моста. В результате диагностики выявлена необходимость устранения повреждений деформационного шва на одной из опор. Предварительный срок устранения повреждения опоры – конец этой недели. Но она также на безопасность движения автомобилей по открытой полосе не влияет. Как заявили эксперты, теракт на Крымском мосту на туризм полуострова практически не повлиял, ведь там бархатный сезон подходит к концу. Середина октября, начало октября не совсем сезон. В Крыму уже погода не такие потрясающие, поэтому пассажиропоток, туристов не так уже много. По оценкам местных властей, 8 октября, в день, когда произошел взрыв, в Крыму и Севастополе находилось порядка 50 тысяч туристов. Для тех, кто не смог уехать с полуострова, пребывание в гостиницах бесплатно продлили на сутки. По словам экспертов, такой возможностью воспользовалось около 1000 человек. На поддержку туристической индустрии Крыма и Севастополя после теракта выделят чуть больше 1,5 миллиарда рублей. У нас было 23 гостя, которые собирались уехать в этот день. Мы, конечно, моментально в течение 30 минут оповестили всем гостям, которые собирались уезжать, что пока непонятна обстановка, что не получится у них это сделать, и комплиментарно продлили всем проживание. Турфирмы рассказали, что в день взрыва фиксировали отмены туров, но только на ближайшие даты – порядка 25%. А вот более поздних заездов аннуляция не коснулась. Туристы, которые собирались ехать в Крым, в основной своей массе возвращать туристические путевки не спешат, несмотря на ту ситуацию, которая произошла. То есть люди понимают, что это теракт, это не ракетные обстрелы. Бизнес старается идти навстречу клиентам, однако не у всех туроператоров есть возможность перенести поездки на другие направления. Например, есть монотуроператоры, у которых единственное направление – Крым. Все стараются сделать для туристов все возможное, но если объекты размещения выставляют штрафные санкции, то туроператоры, скорее всего, переложат эти штрафные санкции на туристов, которые хотят отменить свою поездку. Поэтому перенести отдых на другие направления не всегда представляется возможным. Ирина с Георгием после теракта уезжать не собираются и планирует полноценно догулять свой отпуск. Неделю провели в Крыму, и еще неделя. Обстановка здесь положительная. Сотрудники отеля делают все, чтобы как можно комфортнее было отдыхать, и у них это получается. Высокий уровень эмпатии от сотрудников. По словам менеджера одного из туристических агентств, жители Москвы продолжают покупать путевки в Крым. В основном интересуются поездками на ноябрьские праздники и Новый год. Выбор большой, есть и на ближайшие даты. Все в наличии, много вариантов. Санатории, вот, допустим, не знаю, посмотрела с 13 грубо октября на неделю, на двоих, пожалуйста, вот, 25 тысяч рублей. Неделя? Да. Номер? Угу. С трехразовым питанием. Это в Ялте. Тех, кто не планирует брать путевки и хочет добираться в Крым своим ходом, эксперты предупреждают. В дороге придется провести больше времени, так как сейчас усилен контроль и досматривают все транспортные средства с пассажирами. А чтобы туристам было комфортнее, власти организовали пункты с горячей едой. Властями Крыма было принято решение развернуть пункты
горячего приема пищи для того, чтобы люди, которые выезжают из республики, смогли остановиться и комфортно, собственно, пообедать. Также в Крыму была запущена паромная переправа, которая не использовалась несколько лет. Сейчас она предназначена для большегрузов и автобусов, работает бесплатно и стабильно. В Ростуризме сообщают, если у кого-то из путешественников в Крыму появятся проблемы, консультацию можно получить круглосуточно. Сейчас работает федеральный колл-центр для туристов, отдыхающих в Крыму. Дарина Райт, Александр Воинов, Олег Полищук, Алина Якупова, Москва, 24.